Приветствую всех на моем канале, дорогие гости и подписчики. За рулем, как всегда, металл на колесах. И сегодня мы узнаем про интересный Porsche 911 на электротяге, увидим шпионские фото Греголь и взглянем на ночную тень. Все пристегнулись? Газ пол, поехали! Начнем с того, что Volkswagen Taos начали собирать в России. Модель прописалась в Нижнем Новгороде. Локализация компактного паркетника идет стремительными темпами. Немцы уже отчитались о старте производства кроссовера на нижнегородском предприятии группы ГАЗ. Сообщается, что инвестиции в проект составили порядка 6 миллиардов рублей. Деньги пошли на закупку нового оборудования, позволяющего проводить онлайн-мониторинг качества ключевых соединений автомобиля, а также на монтаж автоматизированной линии сварки для производства капотов, крышек багажника и крыльев. Нижний Новгород стал третьей площадкой в мире по сборке Volkswagen Taos. Модель также выпускает Pueblo в Мексике и General Pacheco в Аргентине. Про сам автомобиль я рассказывал ранее, посмотреть можно по подсказке вверху экрана или по ссылочке в описании. Построенный на модульной платформе MBQ кроссовер получит в России почти тот же набор силовых агрегатов, что и его родственник Skoda Karoq. А именно, атмосферник с объемом 1,6 литра и отдачей 110 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой механикой либо автоматической коробкой с 6 передачами и турбированной четверкой 1,4 литра на 150 сил в паре с 8-ступенчатой гидромеханикой на переднем приводе или роботом DSG-7 на полном. В оснащении локализованного Volkswagen Taos ранее обещали включить двухзонный климат-контроль, пакет зимних опций, датчики света и дождя, парктроники по кругу, камеру заднего вида с омывателем и многое другое. По сути, за кадром осталась только цена. Вероятно, стоимость кроссовера объявят на специальном мероприятии 3 июня. Хотя уже понятно, что Taos станет самым доступным кроссовером Volkswagen на рынке РФ. Молодая фирма Everati Automotive Limited, специализирующаяся на конверсии классических машин в электромобили, поработала над Porsche 911 серии 964. Основой для проекта стало купе 1991 года выпуска. Оригинальные кузовные панели заменили карбоновыми аналогами, расширив при этом крылья. Если покупатель захочет сохранить люк в крыше, ее оставят родной. В числе других внешних доработок современная светотехника и облегченные бампера RS Cup из коллекции аксессуаров Porsche. Модернизации подвергли и подвеску, заменив пружины и амортизаторы. Что интересно, компания оставила выпускные патрубки, но они стоят просто для сохранения аутентичного облика, ведь ДВС отсутствует. Вместо него работает электромотор на 507 лошадиных сил. Это гораздо больше, чем было даже у топовой версии данного спорткара. Разгон до сотни занимает менее 4 секунд. Емкость батареи неизвестна, но запас хода на одном заряде более 240 км. Это приемлемое расстояние для такого рода проектов. В настоящее время Everati завершает финальные испытания и готовится наладить поставки машин покупателям к концу текущего года. Стоимость проекта 26 миллионов рублей. Maserati готовит кроссовер по имени Греголь, про который мы знали довольно давно. Первый тизер показали еще в сентябре прошлого года. Прототип был представлен всего месяц назад. Теперь же пришло время для официальных снимков. Вот он, Греголь. Изящные капот и крыша, дорогие материалы отделки и ряд других деталей должны поставить его выше Альфа Ромео Stelvio, который делится своей платформой. Джон Элкан и Карлос Таварес, два самых важных человека в новообразованном концерне Stellantis, уже проголосовали за серийное производство этой модели, но никаких новых подробностей не рассказали и не дали заглянуть в салон. Maserati Греголь должен дебютировать до конца текущего года. Для итальянской компании это будет одна из последних компромиссных моделей, ведь уже взят курс на электрификацию. Будущие машины серии Folgore уже в базовом исполнении получат аж 3 электромотора. Их основная электрическая система будет 800-вольтовой и позволит заряжаться от 300 киловаттных терминалов. Предполагается, что Maserati Греголь составит конкуренцию новому Porsche Macan. При этом у последнего будет полностью электрический вариант, что подтверждено официально. Какие бы эксперименты не устраивала Maserati, ей придется найти секрет финансового успеха в течение ближайших 10 лет.
Ведь именно такой срок отвел Stellantis всем своим брендам на попытку построения и реализации успешного бизнес-плана. Nightshade. Ночная тень. Это особый стайлинг-пакет японского автопроизводителя Toyota. В нее уже входят 4Runner, Avalon, CHR, Camry, седаны хэтчбэк Corolla, Sequoia, Tacoma и Tundra. Теперь семейство пополнил и Prius. Главная особенность стайлинг-пакета – обилие затемненного хрома в экстерьере. Спецверсию выдают черные корпуса зеркал, молдинги, ручки дверей, шилдики, спойлер, литые колесные диски и светотехника с темной подложкой. При этом сам кузов может быть не только черным, но и белым или серебристым. В салоне можно найти полуглянцевые вставки, а по умолчанию передние кресла и руль имеют функцию обогрева и отделку искусственной кожей. Также здесь есть и 7-дюймовый информационно-развлекательный дисплей с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и Amazon Alexa, аудиосистема JBL с 6 динамиками и беспроводная зарядка для смартфонов. Кроме того, модели полагается фирменный комплекс безопасности, который включает в себя предупреждение столкновений, обнаружение велосипедистов и пешеходов в темное время суток, адаптивный круиз-контроль, слежение за полосой движения, автоматическое переключение дальнего и ближнего света, контроль слепых зон и помощь при парковке. Prius Nightshade предложен как с передним, так и с полным приводом. Передние колеса в обоих случаях задействует гибридная силовая установка на основе 1,8-литрового ДВС и 2 электромоторов с электромеханическим вариатором. Пиковая отдача 122 лошадиные силы. Версия с полным приводом оснащена еще одним электродвигателем на задней оси мощностью 7,2 лошадиных силы. Ночное исполнение будут продавать в США уже с осени этого года. Цена пока не объявлена. В России его можно не ждать. Производитель прекратил продажи модели на нашем рынке и пока возвращать ее не собирается. Chery собирается поставить в Россию розеточный Tiggo 8 Pro, но точно известно будет после того, как модели испытают на внутреннем рынке. В этом месяце китайская марка Chery, экспериментирующая с гибридами еще с позапрошлого десятилетия, наладила выпуск машин с бензиноэлектрической системой нового поколения. Первой моделью стал большой кроссовер Tiggo 8 Plus, известный у нас как Tiggo 8 Pro. Накануне российский офис производителя заявил, что рассматривают возможность организации поставок такой модификации. Это параллельный гибрид, у которого передние колеса вращают ДВС и электромотор, а еще один электромотор стоит на задней оси. Заявленный разгон до сотни примерно 5 секунд. Утверждается также, что на первые 100 километрах пути гибридный Chery Tiggo 8 Plus потратит всего 1 литр топлива. Это значит, что он ездит преимущественно на электричестве. Новая гибридная система Chery может переключаться между передним и полным приводом, использовать для подзарядки блока аккумуляторов на ходу ДВС и систему рекуперации, а также самостоятельно определять оптимальную передачу в реальном времени. В целом подробностей пока немного, но известен максимально крутящий момент в 510 Нм. В Китае продажи стартуют до конца текущего года. Обкатав гибрид на внутреннем рынке, компания примет окончательное решение о том, стоит ли его поставлять россиянам. Ну а на сегодня все, мои дорогие пассажиры. Чтобы не пропустить следующее видео, ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставляйте свои комментарии, мне всегда интересно узнать ваши мысли. За рулем был Металл на колесах. До новых встреч!